Мучает кашель? Не торопитесь бежать за новомодными средствами. Есть масса народных рецептов, которые проверены годами. О них мы сегодня и поговорим. Компресс из картошки. Картофельный компресс от кашля самый простой, но в то же время очень эффективный. Понадобится вареный в мундире картофель. В горячем виде овощ следует положить в полиэтиленовый мешок, добавить 2 чайные ложки любого растительного масла, завязать и раздавить картофель легкими движениями, так, чтобы можно было положить его на грудь заболевшему. Внимание! Пакет очень горячий, его нужно положить на полотенце, только потом на грудную клетку, избегая области сердца. Сверху накрыть теплым шарфом и укрыть больного одеялом. Через какое-то время проверить компресс. Если картофель значительно остыл, повязку нижнюю можно убрать. Картофель удерживает тепло длительное время, способствуя глубокому прогреванию и усилению кровообращения. Это позволяет дыхательным путям активно очищаться. Компресс с медом. Мед считается первой помощью при кашле. Компресс из меда хорошо помогает при обострении болезней дыхательных путей. Жидкий мед наносится на кожу и легкими движениями растирается по груди. Сверху накладывается пергамент, после чего рекомендуется укрыть больного одеялом и попросить спокойно полежать полчаса. По истечению этого срока мед убрать теплой влажной салфеткой, после чего вытереть насухо и слегка втереть в кожу смесь из растительного и эвкалиптового масла. Обычно простудный кашель появляется в зимний период, когда мед кристаллизуется. Его можно разогреть с помощью водяной бани или в микроволновке, но нежелательно перегревать более чем до 50 градусов, иначе все лечебные свойства меда будут утрачены. Компресс из водки. Прежде чем приступить к прикладыванию водочного компресса, следует кожу грудной клетки смазать вазелином или детским кремом. Марлевую салфетку, сложенную вчетверо, смачивают в растворе, накладывают на грудь. При этом зону сердца оставляют открытой, сверху прикрывают компрессной бумагой, затем прикрывают толстым слоем ваты или шерстяным платком. Выполняется процедура рекомендуется перед сном, учитывая, что такой компресс может вызвать покраснение кожи. Его держат не больше часа. Вместо водки можно использовать спирт, но его необходимо разбавить в пропорции 1 к 2. Запомните, категорически запрещается делать водочный компресс при поражении кожи грибком, лишаем, при ранах или царапинах. Солевой компресс. При осложнениях после простуды помогает солевой компресс. Раствор готовят из расчета 90 грамм обычной поваренной соли на 1 литр воды. Для компресса из соли подойдут старые хлопчатобумажные полотенца. Их складывают в 2 слоя. Смачивают в теплом солевом растворе, слегка отжимают и прикладывают к телу. Сверху на компресс накладывается махровое полотенце или шерстяной платок. Желательно такой компресс ставить на ночь и держать в течение 10-11 часов. Соль является отличным абсорбентом, поэтому по мере поглощения жидкости из подкожного слоя болезнетворные микробы, вирусы удаляются из глубоких тканей. Таким образом происходит устранение воспалительных процессов. Теперь вы знаете, как с помощью домашних средств можно сделать компрессы от кашля. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие полезные советы.